Что будет в ближайшее время с работой и с финансами? Подумайте о себе и поехали. Что на сегодняшний день у вас с работой? Что с работой у вас на сегодняшний день? Что в работе? Перемены. Перемены, которые вам не нравятся. Это может быть такое, то, что именно с работой связано. На сегодняшний день, как вы раньше работали, к сожалению, это уже на сегодняшний день не работает. Скажу так, вы могли лишиться работы, либо должности лишиться. Здесь кардинальные изменения. И причем эти изменения происходят резкие. Рушится все старое. Но, скажу так, не бойтесь. Это перемены те, которые должны были случиться. Что еще у вас на сегодняшний день с работой? Я же вам говорю, то, что на сегодняшний день те планы, может быть, те люди, на которых вы рассчитывали, эти люди вас подвели. На сегодняшний день вы остались одна, либо один, если мужчина смотрит. Вы не готовы принимать эти перемены. Почему? Потому что вариантов, у вас было много, вы мечтали об одном, не вышло. Так, хорошо. Так, в ближайшее время, что у вас будет с работой? Пойдет ли работа? Что будет с работой в ближайшее время? Так, что будет с работой в ближайшее время? Так, скажу так. Кстати, здесь либо вы сами себя обманываете, вы хотите, чтобы было все как по-старому, но такого уже не будет, понимаете? Либо в вашем окружении, не знаю, какой-то обман в ближайшее время. Будьте внимательны. Помимо этого, скажу так, здесь высшие силы вас проверяют, справитесь ли вы с этим, либо нет. И скажу то, что деньги будут, но будет потихонечку. Самое главное то, что не надо переживать. Все равно в ближайшее время это не случится, так, вот что вот сегодня вроде плохо, а завтра все, как по щелчку, все здесь будет замечательно. Нет. Но все равно шанс идет в работе, идет шанс. Кто-то может, вам нужно пойти на какие-то курсы, может кто-то из вас обучается. Понимаете, высшие силы вам дают еще один шанс. Но здесь все будет потихонечку идти. Понимаете? Старые методы уже здесь не работают. Что с работой все-таки? Что будет? Что будет? Так, с работой у вас будет все замечательно. Так, слава богу, с работой у нас все будет замечательно. Вы найдете выход из ситуации, вы окрепнете. Понимаете, все. Тот уже вот этот неудачный период у вас заканчивается. Все равно у кого-то идут, может быть, международные, там соглашения, что-то. Может быть, кто-то работает через интернет. Все равно вы справитесь. Здесь немножко нужно потерпеть и идти дальше. Все, здесь, слава богу. Так, с финансами что у вас на сегодняшний день? Финансы. Что с финансами сегодня? С финансами. Ох. Так, и финансы у нас здесь идут перемены. Посмотрите, работа, финансы, естественно, это взаимосвязано. Но, скажу так, возможно такое, что вам перекрыли здесь канал. Финансовый канал у вас перекрыт. Но не надо тревожиться, бояться, здесь происходят перемены. Помимо этого, не надо сопротивляться этим переменам, не надо конфликтовать, здесь взрываться, что вот почему вот так вот финансовый канал вот так вот закрылся. Но не надо, здесь все равно удача будет. Что с финансами еще на сегодняшний день у вас? Так, дорогие мои, нужно принимать решение, что высшие силы, понимаете, на вашей стороне. Ангел все с вами, но вам пробуждают. Здесь уже говорят, исцелись уже. Все, пришло время. Отрубите связи, которые не нужны. Никакого, понимаете, кто-то вам обещал здесь. Да, не получится так. Здесь только все самостоятельно. Вы должны осознать, что по-старому уже здесь работать не будут. И вот вы с оглядкой на прошлое здесь смотрите, вот как прошлое было хорошо, а сегодня уже как вот взяли и вот обрубили. Нету денег. Даже если здесь есть деньги, то они идут минимальные. Вас это не устраивает, но это говорится о том, что пришло время все, распрощаться со старым. Понимаете? Так что, к сожалению, на сегодняшний день здесь плачевная ситуация. Но, скажу так, у вас все равно работа пойдет, финансы пойдут. Но, заметьте, скажу так, все равно высшие силы на вашей стороне. Но есть один нюансик. Вы будете подниматься вверх, но завистников будет много. Говорю сразу. Много недоброжелательных, много будет не нравиться. Так, что будет с финансами в ближайшее время? Ой, бояться страхов будете. Страхи будут, скажу так. В ближайшее время немножко нужно потерпеть еще здесь. Вот видите как, вы сами сейчас закрылись себе. Здесь очень, знаете, сложный урок по финансам проходите. Вот как вот. Видите, инфантилизм какой-то здесь появился. Вот денег нет и желания нет, не работать, ничего, откуда взять. Посмотрите, здесь женщина осталась одна. Не исключая того, может быть, дети есть, которых нужно кормить. Не знает уже, откуда что. Видите как? Шансы есть, но вы их не видите. Не видите. Так, что же с финансами будет в ближайшее время? Так, что будет с финансами здесь? Так, кстати, возможно, не исключая того, что, может быть, семья вам поможет,
Но у вас какой-то с финансами будет здесь застой. Все равно застой продолжается. Но, скажу так, все равно, хотите вы того или нет, аллилуйя, вам помощь здесь будет оказана. Все равно, да. Вот кто-то здесь хочет, чтобы здесь деньги прям полились рекой, да, они будут, но все постепенно, постепенно, так как на сегодняшний день вы исцеляетесь от старого, уже все, по-старому здесь ничего не будет работать, понимаете? Поэтому, соответственно, здесь вот перемены происходят в работе, с финансами, естественно, это же все взаимосвязано, да, поэтому все равно не переживайте, высшие силы вас не оставят, а вы боитесь, очень боитесь остаться здесь без денег, понимаете? Так... Все-таки, что будет с финансами в ближайшее время? Вот знаете что, я вам скажу так. По финансам есть, кстати, не знаю, начальник ваш или кто-то. Кто-то попытается вас обмануть, обхитрить. Либо вы сами себя обхитрите, да. Здесь, что, знаете, как впадаете, может, в иллюзии, да. Что здесь все равно. Здесь я вам предлагаю пойти в духовный путь. Духовный, принять ситуацию такой, какая она есть. Здесь нужна ваша решительность, четкие планы, горизонты, которые вы видите, понимаете, и ваша вера, вера. Здесь может быть кто-то, вот знаете, как уже, ну, перекладывает ответственность на других и не берет все в свои руки. Но я вам говорю, есть свет в конце туннеля, есть. Вам будет оказана поддержка от высших сил. Выйдите из этой ситуации, но на это нужна решительность. Решительность, помимо этого, здесь от того, что вы будете здесь орать и паниковать, ничего не случится. Здесь нужен духовный подход, понимаете? Может быть, для кого-то переоценка, да, ценностей. Нужно к этому подойти очень серьезно. И ответственность, конечно. Так, ладно, что все-таки с финансами будет у вас? С финансами. Вот видите как, старое все уходит, уходит. Вот хотите или нет, все уходит, рушится. Вот у вас, видите, здесь на работе разрушение, здесь и по финансам это же. Может, вы лишитесь работы, выплат лишитесь. Здесь почему женщина уже вообще, она в шоке стоит, куда еще. Но, извините, как говорится, на старом не построишь нового. Здесь все, перемены происходят так, что весь ваш выстроенный фундамент, он разрушается. Соответственно, еще добавлю, что... Вот этот кризис, ну, который в мире, да, творится, тоже может на вас, да, соответственно, отражаться. Поэтому происходит сейчас хаос. Так все-таки, что же все-таки с финансами будет после этих разрушений? Что будет все-таки после этих разрушений? А, дорогая моя, не переживай. Все у тебя будет с финансами замечательно. Кстати, тебе нужно, если нет мужчины, да, если это все-таки здесь... Я так думаю, то, что появится какой-то мужчина, может предложить себе хорошую должность. Именно ту, которая тебя устроит. И по финансам у тебя идет все равно здесь благополучие. Посмотри, и работа идет, финансы идут. И мужчина здесь. Даже не исключая того, может быть, он огненного знака зодиака. Может быть, этот мужчина на расстоянии, так как у вас, да, может быть, международные, да, там какие-то отношения, ну, с работой, да, связаны. Но не надо переживать. Ты идешь к тому, куда зовет твоя душа. Да, сейчас страшно. И с работой страшно, с финансами, понимаю, вижу. Но иди, несмотря ни на что, не надо бояться. Будь аккуратной, все у тебя будет замечательно. Так, все-таки интересно. И что с финансами у нас будет? Так, знаешь что, вот это вот у тебя, кстати, еще добавлю у вас. Вот этот мужчина из прошлого, он на вас влияет. У вас сейчас очищение идет. Вот этот мужчина, кто этот ваш любовник, муж, не знаю, какой-то мужчина, может, ваш начальник. Все, вот это вот, как вы... Вот этот мужчина, который забирал у вас всю энергетику, у вас сейчас переоценка происходит ценностей. Понимаете? Здесь нужна мужская. Помимо этого, здесь, понимаете, вам нужно включать свои мужские яйца. Чтобы так звенели. Чтобы все. Сейчас у вас происходит чистка. Чистка. Каким-то образом здесь и перекликается, к сожалению, ваша личная жизнь. Был человек в вашей жизни, которого, скорее всего, вы любили. Да? Что самое интересное, этот человек принес в вашу жизнь беду, да, беда с ним. Вот он ушел, и вот знаете, как вот сейчас вот вроде его нет, да, а происходят такие вот, знаете, как перемены, как будто, ну, вот почва из-под ног уходит. У кого-то здесь ремонты происходят, денег не хватает на ремонт, тому подобное. Понимаете? Все равно не надо переживать. Помимо этого, вам нужно стать ответственным человеком, безэмоциональным человеком. И просто, знаете, как вот сказала, сделаю, значит, сделаю. Поверьте мне, высшие силы на вашей стороне. И у вас получится. Кстати, не исключая того, что может появиться мужчина, который вам поможет. Такое тоже не исключаю. Может, начальник. Вы можете найти ту работу, которая вам вот будет нравиться. Не зря же здесь вышел мужчина. Понимаете? А еще могу добавить, что этот мужчина может оказаться именно вашим партнером. Такое тоже есть. Так, все-таки с финансами что будет у нас? Так, заканчиваю. Дорогая моя, не понти, не надо ныть. Знаешь как, я понимаю, все мы люди, сейчас такая жизненное обстоятельство. Помимо этого,
Кто-то боится, там у кого-то вообще жизненная ситуация такая, что вот деньги все как перекрылись. Постарались люди, чтобы вам это сделать, но прекрати конфликтовать с собой по поводу работы, да, переживать, тому подобное. Вот скажи мне, объясни мне, пожалуйста, вот ты своей паникой, понимаешь, паникой, слезами, вот этим всем, чего-то добьешься? Ничего не добьешься. Здесь нужен, знаешь, хладнокровный подход к этому делу. Хорошо, примите эти перемены, а перемены, когда происходят в жизни, без разрушений не бывает. И причем у вас перемены, что с работой, что с финансами. Ну не глупи, дурочка. Я тебе говорю, если происходит, если это твой расклад, доверься Богу, ищи работу, найдешь ты работу такую, которая тебе будет по духу и которая будет приносить тебе хорошие деньги. Но не надо так вот переживать. Спокойно. Знаешь как, от того, что ты будешь переживать, у тебя сердце будет болеть. От того, что ты будешь переживать, это на психосоматику идет. Я знаю, о чем я говорю. Я знаю. Мы все люди через это все проходят. Но я, как вам человек уже с опытом, говорю так. От того, что вы будете биться и кричать о том, что это все несправедливо. Нет, дорогая моя, все справедливо. Пора взрослеть, брать ответственность на себя, да, и идти вперед. Не переживай, как говорится, поставь себе цель, дорога найдется. Я желаю тебе и всем смотрящим, желаю только успехов, всем любви, гармонии. Девочки, жизнь, она очень такая интересная, насыщенная. Любите себя и поверьте мне, верьте в себя, в свой успех. Он у вас идет. Я вам даю слово, что каждая из вас, кто поймет, о чем я говорю, да, и не будет обвинять здесь всех, а возьмет ответственность на себя, у вас все дороги откроются. Просто примите этот период. Надо пройти, все у вас будет замечательно. Я желаю вам всего самого-самого наилучшего. Кто еще не подписался, подписывайтесь. За личным раскладом обращайтесь. Я всегда буду рада вам помочь. Я делаю и расклады, да, и помимо этого еще ставлю человека на духовный путь, как-то его поддерживаю. Так что, кому интересно, обращайтесь. Всегда буду вам рада. Девочки, все будет у вас замечательно.